Вас приветствует компания Salonabas. Сегодня в обзоре мы поговорим про печь-камин Бахта, производителя Prometal. Печь-камин Бахта является мощным отопительно-варочным прибором. Корпус печи выполнен в форме радиаторов. У печи есть варочная поверхность, каминная дверца с несколько регулировок для горения. Поближе рассмотрим сейчас, что это за регулировки, как их используют. В нижней части печи зольный ящик. На дверце есть два отверстия для подачи кислорода в различные режимы зоны печи. Нижний дефлектор отвечает для подачи кислорода в нижнюю часть топки. Верхний дефлектор отвечает за подачу кислорода для защиты от закопчения стекла и для перевода печи в режим длительного горения либо подового горения. В верхней части печи имеется варочная поверхность с двумя кругами. Давайте поговорим, как эта печка работает, какие функции, за что отвечает. Мы уже говорили, что в печи есть зольный ящик. Он используется для регулировки горения, когда им нужно пользоваться. При растопке печи все задвижки должны быть открыты, в том числе верхний дефлектор, нижний дефлектор и открыт зольный ящик. Когда печка растапливается, все эти отверстия должны быть открыты. Для перехода печи в режим обычного горения, интенсивного прогрева, зольный ящик прикрывается, оставляются открытыми вот эти два отверстия. Это служит для того, чтобы более экономичное было горение и интенсивность горения была не такая сильная, не перегружался дымоход. Для перевода режима печи в режим тления перекрывается нижний дефлектор. Подача кислорода осуществляется только через верхний дефлектор, что переводит печку в режим дожига пиролизных газов. Кислород поступает непосредственно только в верхнюю часть топки, и процессы горения происходят медленнее, дрова находятся в таком режиме тления. У печи есть одна особенность. Эту печку также можно использовать не только на дровах, но еще и на угле. Режим работы на угле происходит следующим образом. Зольник должен быть приоткрыт. Два дефлектора, верхний и нижний, должны быть наполовину закрыт. Объем угля по отношению к дровам должен быть не больше 25%. Заглянем внутрь печи. Производитель Prometal один из немногих производителей, кто выполнил корпус печи цельнолитым. То есть у него нет сварных швов, никаких стыковых швов. Он выполнил одним монолитным чугунным изделием. На печи есть тростниковая решетка, выполненная из чугуна. Еще одних особенностей печи: у нее есть уникальный пламя-гаситель, выполнен из нескольких частей. Это нижняя часть пламя-гасителя, которая отвечает как раз за дожиг пиролизных газов и за эффективное горение печи. Дымоход-конвектор называется Unlira. Он сделан для того, чтобы увеличить мощность печи и улучшить конвекцию воздуха в помещении. Вес этого конвектора 50 кг. В общей сложности вес печи составляет 156 кг. Это достаточно много чугуна, чтобы в принципе увеличить теплоемкость. Также в верхней части печи установлен дымовой патрубок диаметра 130 либо 115. В дымовом патрубке установлен шибер, задвижка. Служит он для регуляции тяги в дымоходе и регулировки горения в печи. У печи есть возможность подключить не только верхний дымоход насадной, но также переставить этот патрубок на заднюю часть печи для подключения дымоходной системы с тройником и выходом дымохода через стену.
С вами была компания Solnabas. Спасибо за просмотр. Приходите в наши магазины, подписывайтесь на наши соцсети, YouTube канал.